с праздником Казанской Божией Матери. I greet everybody with the feast of the holy icon of Kazan. Мы столько много с вами всегда говорим о послушании, насколько послушание важно и насколько оно нас приводит к Богу. We have been talking a lot about obedience and how obedience is important, and it is a good way and path leading us to God. Но сегодня, в сегодняшнем Евангелии, удивительная вещь. Христос похваляет непослушание. But in today's gospel reading, we heard the very unusual thing, how the Christ encouraged the disobedience. Марфа, которая пригласила его к себе в дом, трудилась и в службе готовила все, да, и попросила свою сестру помочь ей, а сестра не послушалась. So Martha welcomed and invited Jesus into her house, and she was trying to care about food, but her sister Mary did not listen to her. И она такая в обиде к Господу приходит и говорит: ну что же сестра моя не слушает, она меня одну оставила служить, скажи ей, чтобы она мне помогла, чтобы оказала мне послушание. And Martha was very upset, and she came to Jesus and she tells him, you don't care that my sister has left me to serve alone, therefore tell her to help me. Но Христос вместо того, чтобы действительно урезонить ее, оказать послушание, вдруг он укоряет Марфу и говорит, что ты печешься о молодыше о мнозе, а Мария благую часть избрала. But instead of probably expected thing, Martha expected that Jesus will come and reproach her sister and tell her come and help her. Jesus did the opposite thing. She started reproaching Martha and told her that you are worried and troubled about many things. В чем же смысл этого эпизода? И неужели же Христос через это нам всем благословляет не слушаться? What is the meaning of this message in that episode? And does it mean that Jesus calls all of us to be disobedient? Святые отцы толкуют это место, Марфу и Марию, как образ деятельной жизни и созерцательной. The Holy Fathers interpret both ladies, Martha and Mary, as two images. Image of ascetic life and an image of contemplation. И Марфа – это образ деятельной жизни, а Мария – созерцательной. Martha is an image of the ascetic life, and Mary is an image of contemplation. И из этого образа мы можем понять, что деятельная жизнь – это жизнь в трудах, жизнь в служении, в подвигах. Все, что мы можем, все подвиги, которые мы можем принести телесно. And we need to understand that ascetic life includes praying, labor, vigil, sobriety, and fasting, everything we could physically bring to God. А созерцание – это слышание Слова Божия, это просвещение ума. But contemplation, it's listening to the word of God and enlightening of the mind. И вот Христос, возвеличивая Марию и возвеличивая ее делание созерцания, Он не учит не слушаться друг другу. Это не о послушании речь идет. And thus Jesus exalting Mary, putting her above Martha, doesn't mean that he teaches us to disobey. Но Он показывает нам, что есть высшее, что есть низшее и что предпринимается ради чего. But he shows us what is higher and what is lower and what comes from what. Приступая ко всем нашим подвигам, без которых никакая духовная жизнь невозможна и без которых мы никогда не можем достигнуть просвещения ума.
подвигам телесным. Undertaking all our ascetic life and podvigi, we try to develop our mind being able for contemplation, otherwise it will not be that developed. Что бы мы ни делали, постились, молились, бдение совершали, добрые дела помогали, мы должны помнить нашу цель, ради чего все это мы делаем. Whatever we are doing, praying, fasting, doing good and kind things to people, we need to remember and keep in mind the purpose why we are doing that. Потому что не в этих всех делах и не в этих всех подвигах заключается сам смысл духовной жизни, не в них заключается цель. Because the ascetic life, it's not the purpose itself. Но предпринимаем мы все это для того, чтобы очистить свое сердце. But this is the means for cleansing and purifying our hearts. Помните, в воскресенье мы слышали притчу о сеятеле, и на какую землю, когда семя упало, оно принесло плод? Сказано, на доброе и чистое сердце. If you remember from the Sunday Gospel reading, we heard the parable about the sower who was seeding seeds, and there are different kinds of soil, and so seeds that fell into the good and kind soil was able to bring fruits, and it means a good and pure heart. То есть весь смысл всех наших подвигов, всех наших трудов состоит в том, чтобы очистить наше сердце для того, чтобы оно смогло воспринять Слово Божье. The purpose and why we need to undertake all the ascetic way and labor, it is to clean and purify our heart. И чтобы мы четко, точно себе это зафиксировали в нашем уме, Христос и приводит нам в пример Марию, которая избрала благую часть, и эта часть не отнимется от нее ради того, чтобы возвращаться назад, возвращаться к тем телесным подвигам, которые уже не нужны в этом состоянии. And trying to teach us that Jesus tells us that this way of cleansing our mind, it's like Mary, image of Mary, and it is more important, and that part will not be taken away from us. Нам всем далеко до чистоты сердца и до созерцания. We are too very far away from the purity of the hearts and from the contemplation skills. И даже святые отцы, которые достигли чистоты сердца, они и тогда не оставляли телесные подвиги, не оставляли и аскетическое делание. Even those saints and holy fathers who were able to reach the level of contemplation, they never left, they had with their pure hearts, they never left or put aside the ascetic life. Конечно, поэтому всем нам в смирении нужно все наши силы направлять на то, чтобы именно в деятельной жизни потрудиться, постараться очистить свое сердце от страстей. That's why we all need to put all our efforts on the way of ascetic life in order to pure and clarify our hearts. Но принося все эти труды, нам ни в коем случае нельзя забывать, для чего мы их приносим. But bringing all those fruits, we need to remember why we do that. Сами эти труды ничто пред Богом. Those fruits are nothing in God's eyes. А имеет значение только плод. But what is important is just the fruit of that. Чтобы сердце наше очистилось. To have a pure heart. Чтобы мы услышали и исполнили Слово Божие. To hear the word of God and to fulfill it. Всех поздравляю причастников с приятием святых тайн, и покров Пресвятой Богородицы да пребывает над всеми вами.